Всем привет, это снова я. А он дядя Витя. Дядя Витя пока герой, потому что начало сезона краба 2021. Дядя Витя уже вот поймал очень приличного... На его лунку сел. Да, очень приличного самца. Пилил, правда, я. Лед вытаскивал я. Но дядя Витя наживку опустил и вот из луночки его достал. Это, ну, такой начального размера самец, которого уже, уже не стыдно и вкусно брать. Это хороший краб. Как видите, на льду никого. Это первый лед, который только-только смерзается. Вот здесь прям вот видно, что вот, ну, сантиметров 30 в толщину. Он тоненький. И вот видно, вот видите, где лед темный, это была открытая вода. А где лед белый, это подогнало льдины. И вот между льдинами открытая вода смерзалась. Мы нарочно бурим на местах, где была открытая вода, чтобы было попроще бурить, попроще пилить. А вот на таких льдинах не пилим. Мы сейчас находимся вместе, ну, я бы не сказал, что здесь хорошая крабовая рыбалка. Но здесь первый безопасный лед. Вон там аж вдали наш лагерь. Вот здесь вот сработавшая ловушка. Вон дядя Витя пошел проверять ловушки правого крыла. Я сейчас пойду на левое крыло. Мы крабалим уже где-то около часа. Вот так вот на одном крабе остановились. И пока вот такая вот прискорбная картина. Ну вот это вот бокоплав делает за час. От селедки осталось только мясо на спинке. Нет головы, нет кишков, брюха нет. И вот только вот эти вот сытые твари. Я буду сейчас их брать на наживку для рыбалки на навагу. Но навага это потом. А сейчас хотя бы крабика на эти остатки-то поймать. Хотя я, скорее всего, наживку сейчас пойду заменять здесь. Вот так вот суть до дела. Пролетел день. Тот краб, которого я вам показал в самом начале, так, собственно, и оказался единственным крабом. Было еще несколько поклевок, но все впустую. Поэтому я уже собираю ловушки. Солнце уже на закат. Нам еще до машины топать часа полтора. Так что крабовая рыбалка бывает и такой пролетной. О! Трубачи присосались. Ракушки плотоядные. Вот одна ракушка. Вот вторая. Вот третья. Все жрать хотят. Они не исключение. Идем с крабалки, не солоно хлебавши. А тут вот такое вот красивое место. Вот написано «Живая вода». Висит половник. Чтобы любой желающий мог вот из родничка набрать водицы. На море штиль, красота. Но краба нету. Ладно, может завтра что-нибудь попадется. На дворе уже новый день, следующий день. То есть я второй день подряд на крабалке. Вчера мы накрутили порядка 9 километров по льду. Дядя Витя конкретно запыхался, поэтому сегодня он на крабалку не пошел. Я один. Можно видеть, что на льду довольно много крабовиков. Это такое очень популярное место. Оно находится прямо возле дороги, ехать недалеко. От города километров 40, там может даже меньше. Поэтому и народу очень много. Видно, что тут лед смерзался немножко другим макаром. Просто из таких бляшечек. Вон сидит орел. У меня был шанс пробурить рядом лунку и опустить краболовку, но я побоялся его спугнуть, поэтому вот рядышком пробурил. И вот духи послали. Вот здесь сейчас вроде сработка, вроде сидит краб, то есть я потянул.
там тяжесть. Предвосхищая сразу опять по второму кругу вопросы, что у меня за пила? У меня пила называется Лакстрём. Сделана в Финляндии. Ну, я видел за свой век немало пил, в том числе ручной работы, сделанных из полотна от лесопилки. Но вот это вот лучшая пила. Братья финны знают, как делать такие вещи. Тяжелая, хорошая. Как говаривал Борис Бритва, тяжесть это хорошо, тяжесть это надежно. Ладно, поехали пилить. Здесь лед не глубокий, он вот такой где-то, ну не глубокий, не толстый, вот такой. Поэтому я его топлю просто вниз. Лунка готова. Кто-то отчаянно цепляется. О, потихоньку сдает позиции, расцепляет лапки. Ну давай, пожалуйста, хватит там. Он вцепился намертво прям. О, оторвался, пошел. Ну, судя по весу, так хорошо идет. Прям хорошо идет. Вроде увесистый. Так, уже на подходе. Господи, господи, вот эта тварь, вот это лось, вот это коняра. Вот стащил на вагу и ел ее. Все, браток, уже поздно убегать. Фух. Отличнейший самец, просто супер. Вот для сравнения его клешня и моя рука. Да, отличный краб, это просто отличнейший краб. Крабалка состоялась. Вот все, я уже говорю уверенно, крабалка состоялась. Одного краба это уже более чем достаточно, чтобы шикарно покрабалить. Просто супер, я офигенно доволен. Смотрите какой, а, слонокраб. Ах, красота-то какая. Просто красотища. На манеже все те же.
Опять та же самая лунка, с которой был пойман краб. И опять я кого-то от дна оторвал. Вот так вот, чтобы лучше было видно. Причем всего ловушек у меня 9 штук. Ни на одной из 9 нет сработок. Я их уже перенес на другие места. Но все равно сработок нет. Работает только вот эта вот одна единственная и неповторимая. Да, уже вижу. Снова хороший краб. Снова очень хороший краб. Прям очень хороший краб. Я надеюсь, что он голоден и не отпустит булавку в последний момент. Нет, не отпустил. О, чуть-чуть поменьше предыдущего. Да, тут же разжал лапки. Смотрите, какой красавчик, а. Ну, если вот клешню сравнивать, то, конечно, поменьше предыдущего. Но это хороший краб. Это не мелкий краб. Это даже не средний краб. Это уже ближе к большому крабу. Отличная добыча, ребята. И все с одной лунки, с одной единственной. Натяжение вроде есть. Потихоньку отрываю от дна. Оторвался, пошел. Тяжесть такая нормальная. Не сказать, что маленький. Краба вижу, размер хороший. Прям хороший. Держался буквально, пытался меня цапнуть. Держался буквально вот на сопельках. Чуть почувствовал воздух, тут же поотпускал лапки. Это на сегодня самый маленький мой краб, но это хороший размер. То есть это вполне пищевой едовой краб. Просто остальные мои крабы очень большие. Так что я
Я очень рад такой крабалке. Ну, естественно, это самец. У него брюшко треугольником. У самки оно вот такое вот круглое. Пытаются меня укусить. Но у меня ничего не выйдет. На морозе они вялые очень. То есть вода холодная. Движение им сковывает конкретно. Судя по натяжению, сейчас нам навстречу идет такой нормальных размеров краб. Сейчас посмотрим, дотянем или нет. Я уже в глубине воды его клешню вижу. Клешня белая, поэтому она видна в первую очередь. О, а уже и весь виден. Значит, он уже близко. Пара метров до него. Ну не, краб такой, не особенно здоровый, я бы сказал. Сегодня у нас были и побольше. Еще и самка. Это самка. Ну, давай. Все. Самочку живенько сбросили. Поела. Пора и честь знать. Для тех, кто с прошлых видео не осведомлен, может не помнит, закон, позволяющий мне изымать 10 самцов колючего краба, предписывает мне отпускать всех самок назад в воду. Так что те самцы, которых я поймал до этого, легальны, а вот эта самочка нелегальна. Лунка, кстати, та же, где поймал самого крупного краба и второго за ним следующего. То есть с этой лунки уже третий краб. Вон вдалеке сидит дух этих мест. Это уже второй орел. Я его пытаюсь кормить, но он что-то боится близко подлетать. Я поэтому стараюсь ему кидать подальше, но он пока так и не решился съесть. Вот сейчас вот селедку пожирнее ему. Уже даже не пошевелился. Не хочет кушать. Натяг есть, даже сопротивление чувствую, как обратно отыгрывается шнур. Тут главное не торопиться. Не заставлять краба нервничать сверх меры. Ничего себе кирпич. Я его сейчас вот от дна оторвал. Но я даже первое время не понял, что я оторвал его со дна. Тяжесть такая прям очень солидная тяжесть. Либо там два маленьких. Бывает и такое. Но так или иначе я заинтригован сейчас чрезвычайно. В такие моменты сердце бьется учащенно. Не хочется проворонить. Я и сегодня и так прекрасный трофей поймал. Хочется еще разок. А он там сейчас вот дрыгается. Я чувствую по шнуру, вот как он идет. Я чувствую прям, как он шевелится. Я прям вижу, как он вцепился просто в булавку. Ну, булавка вот, на которой рыба. Почти подтянул, да. Это хороший краб. Это очень хороший краб. Ребята, смотрите, вот он взял и не отпускает. Все, отпустил. Черт подери. Шикарнейший краб. Прям... ребята, у меня нет слов. Ну, извините, девчата тоже. Ребята и девчата, у меня нет слов. Это шикарный краб. Он, по-моему, чуть-чуть поменьше первого. Но это офигенно. Смотрите. Какая мощная клешня. Вот. Настоящий такой мужчинский краб. Офигенно просто.
Рыбалка прям, крабалка удалась. Прям это намертво всадился. Не хочет отдавать. О, задвигался. Задвигался. В такие моменты главное не давать ему слабину, чтобы при каждом его движении, когда он теряет зацеп за грунт, ты его чуть-чуть приподнимал. Ах ты, зараза. Ничего себе, как отыграл. Ого. Вот так вот часто делают маленькие крабы. Маленькие крабы утаскивают. Вот сейчас вот он пошел. Ну, вес такой вроде, по ощущениям, вроде нормальный. Но так часто делают маленькие крабы. Они утаскивают рыбу в расщелину. И из расщелины бывает, что его и не вытащишь. Просто намертво там всаживается. Крабика вижу. Крабик приятного размера. Очень приятного размера. Не маленький. Не маленький. Ну давай, не свались. Он держится буквально только одной клешней. О. Вот так вот, ребята. Вот так вот, ребята. И одной клешни у него, как мы видим, нет. Кто-то ему оттяпал в боя за что-то. Ну, разумеется, самец. Красота. И ему, к сожалению, оттяпали самую съедобную, самую большую клешню. Но это ничего страшного. У него вот эти вот ходильные ноги, они очень съедобные, они прекрасные и вкусные. Мы такого берем. Отлично, отлично. Ну, очередной клиент на самой ловчей лунке. Вроде оторвался, пошел. Ребята, хорошо идет. Прям хорошо идет. Тяжело идет. Маленький краб так не может. Хотя два маленьких краба так могут. С этой лунки был сегодня взят самый крупный краб. Он же самый первый. Сейчас вот посмотрим. Ух ты, он там прям аж бьется. Аж прям вот по шнуру периодически такие бабам. То есть он там лапой как-то по нему чиркает по шнуру. Да, краб на подходе. Краб нормального размера. Хорошего. Вот он, вот он, вот он, вот он. Опа-на. Ох ты, ох ты, ох ты. Все. Тут же все побросал. Но уже поздно. Уже поздно, браток. Вот. Держал кусочек наваги во рту. Но уже поздно. Вот такой вот. Отличный краб. Просто шикардос. Ребята, офигенное открытие сезона. Ну, неважно, что уже второй день этот сезон открываю. Но это просто роскошь. Отличный краб. Надо же, прям... О, это что такое было сейчас? Ну, судя по тяжести, краб такой, не сказал бы, что большой. Прям, ну вот, не могу сейчас почему-то определить. Вроде и тянет, а вроде и так себе. Ладно, сейчас посмотрим. Там уже в воде брюшко белеется, я его вижу. Это самец. Самка сегодня
на удивление попалась только одна. Ну, собственно, и слава богу. Слушайте, а краб-то отличный. Краб-то отличный. Краб-то шикарен. Офигеть. О, до последнего селедку жрал. А видите, вот хребетик селедки у него. Хорошего размера. Приятного. Клешни такие мужские. Отлично, отлично. Вот с селедкой что сделал. Живого места не осталось. Прям вот уперся намертво и все. Остается. О, вроде под. Ай! Изо рта вырвал. Вот зараза. Сидит голубчик. Лопает и зла не чует. Ого, какой натяг. Прям очень хороший натяг. Очень хороший. Боюсь сглазить, но это наверняка хороший краб. Уже очертания видны в воде. Краб действительно хороший, очень крупный. Я сразу начал нервничать. Очень не хочется такого упускать. Очень не хочется такого упускать. О, да. Да, ребята. Слушай, он еще и отпускать не хочет. Да, ребята. Сегодня день богат на краба. Сегодня день богат на хорошего краба. Да, у этого краба вот одну ножку откусили вот здесь вот. Так что он такой тоже не совсем... Ай, ты, ну отпусти ракетку-то, а. Да. От ракетки я его теперь... А нет, отодрал. Очередного крабика тащу. Судя по тяжести, что-то среднее. Но и не маленькое. Вот клиент уже на подходе. В рыбу вцепился, не бросает. Вот так вот. Полна пасть корюшки. Вот такой вот голубчик. Отличный краб. Вот сейчас хороший крошка-паучок на подходе. Уже даже в воде вижу, как он весь зарос балянусом. Ну, это такие ракушки на поверхности краба. Вот так вот. Селедку даже до сих пор не бросает. Давай, давай, кидай ее. Кидай. Черт, не отпускает. Хороший краб, очень хороший. Ему оттяпали его главную клешню. Уже второй без главной клешни за сегодня. Но тем не менее он прекрасный, пищевой, он большой.
У него огромные лапы. Годится. Еще один паучок на подходе. Сразу видно самка. Самочка. Держит и не отпускает. Давай, отпускай. Отпускай. Вторую клешню разожми, отпускай. Все, отпустила. Бегом просто драпать. Ну и правильно. Говорится, где сугробы лягут, будет больше ягод. Самочка очередная сбежала. Как говорится, свободу крабобабам. Я уже заканчиваю рыбалку. Мне осталось только снять ловушки. Вот перед вами лежит 10 крабов. 10 шикарного размера крабов. Это вот я бананами сушеными сбиваю снег. Я их выложил в хронологическом порядке. То есть вот самый первый пойманный, он же самый крупный. И вот за ним все последующие. Вот еще один тоже очень крупный, очень хороший. Здесь лежит разрешенное законом количество колючего краба, которого мне можно взять. 10 штук. Но скажу честно, если их тут будет 12 там, или 15, ну, меня вряд ли кто проверит. Нас как-то там с этим не особенно шмонают. Ну, логичнее всего проверять там браконьеров, которые массово заготавливают все это, там, кораблями возят. А у меня там, ну подумаешь, перелов 1, 2, 3 краба. Поэтому я сейчас ловушки сниму, может там еще кто-то будет. А если не будет, то и так прекрасно. Это очень хороший улов, и мне теперь это очень долго варить, фасовать, кушать и все такое. Очень доволен крабалкой. Открытие сезона просто прекрасное, просто бомбическое. Вообще офигеть. Офигеть какое. Народ уже расходится. Вон там были люди, уже не осталось никого. Вон там вот было много народу, сейчас буквально пара человек. Вот у меня сосед, было 3, остался 1, и он орел сидит. Так что пора и мне вот до берега, там метров 700-800. Пора и мне бежать, пока не стемнело. Снова рубрика «Говорящие руки». Крабик уже дома. Вот, до него пока дотронуться не очень комфортно. Он горячий еще, он только после варки. От него еще идет пар. Сейчас он остынет. И я вам покажу одну из своих любимых закусок с краба. Вот краб немножко подостыл. Пора его начать резать. Ну, здесь сразу оговорюсь. Можно его есть разные части. И как раз об основных, удобных для еды частях сейчас речь не пойдет. Ну вот, например, смотрите. Можно сделать вот так. И вот так. В итоге у вас вот прекрасные кусочки мяса, которые можно с удовольствием кушать. Оно сладкое прям такое. А речь пойдет вот о таких маленьких кусочках. Это крошево такое. А оно в основном вот в маленьких суставах находится. А в маленьких суставах оно не имеет такого товарного вида. Оно не цельным куском. Оно все вот не пойми как выглядит. У нас это называют там лапша или как-то так еще. Видите, вот я по сути сейчас просто набросал на поднос какой-то крабовой жижи. Вот сейчас вот пойдет речь о том,
Что можно сделать вкусного из этой крабовой жижи? Крабовая жижа также в большом количестве имеется вот в этой части. Это так называемая роза. Вот из розы сейчас достану, из лапок достану этой жижи и покажу, что я с ней делаю. В этот раз, что характерно, в брюшке краба оказалось много мяса. Вот такой вот кусок. Ну, скажу так, довольно увесистый. Он зависит от упитанности краба. И вот этот вот это довольно большой. На мой вкус, одна из самых вкусных частей в крабе. Один из самых вкусных кусочков. Вот это внизу жабры, их не едят. А вот прям вот кусок рыхлого бесформенного мяса. И вот это рыхлое бесформенное мясо я вот так вот оттуда вытряхаю. Все, вот эта лапка, ее можно кушать нормальным образом. Вот это вот без снятого мяса просто мусор. А мы продолжаем, переходим к следующей лапке. Лапша готова. Вот такого вот она, неприглядного серенького вида. Вот, допустим, фасадная часть краба. То есть я вот вскрыл панцирь, оттуда достал вот такой вот кусочек, фалангу. Это то, как краб выглядит на прилавках в магазинах, в ресторанах. То есть вот так он красив и прекрасен. Вот это то, что за фасадом. Такое попроще, посерее, но на вкус примерно одно и то же. Я просто рассказываю, как это приготовить чуть-чуть, чтобы покрасивее выглядело, то есть вот не такой массой. Ну и все-таки немножечко улучшить вкус. Здесь сливочное масло, растопленное в микроволновке. И я еще сюда посыпал замороженной зелени. Замороженная зелень — это петрушка и укроп. Сейчас вот немножечко это перемешать, перетереть. Все. Солить не нужно, потому что краб варился в соленой воде, и его мясо достаточно соленое. И просто получается такой очень интересный пикантный вкус. Вот. Теперь уже вот эта крабовая жижа никому не кажется серой. Она уже приобрела такой более-менее съедобный оттенок. Я сделал 2 тоста. Немного салата. Салат называется Ван Гог. Выращивают у нас в городе, в тепличном хозяйстве. Очень мне этот салат нравится. И вот так вот сверху блям на хлеб с салатом. Блям. И блям. Ну еще немножко. Так, чтобы с краев сыпалось. Прям, чтоб хардкор был. Пробовать сейчас это не вижу смысла на камеру как-то, потому что я абсолютно уверен, что это прекрасное блюдо, очень вкусное. Да и не думаю, что у вас кого-то возникнут сомнения, что это невкусное блюдо. Поверьте на слово, рецепт проверенный, хороший. Так получается вкусно, питательно и полезно. Ну что же, всем пока-пока, кто смотрел Крабалку. До свидания.